Небольшая заметка. Если вам интересно, как мы готовимся ко всему этому, то самый важный документ, который можно найти — руководство пользователя. Это техническое руководство, также известное как десятка, так как 10 обозначает уровень пользователя, в отличие от двадцатки, которая представляет следующий уровень технической поддержки. Там вы получите все инструкции о том, как что делать. Может, вам и не надо смотреть это видео, если у вас такое есть. Наша экскурсия по боевому отделению начнется с места мехвода. Забраться в машину очень просто. Мои старые танкистские колени говорят «спасибо». Чуть вперед, и я ногой стою на сиденье водителя. Как видите, руль обрезан, и тут достаточно много места для моих коленей. Вот и все. Не самое удобное место в мире, но... думаю, вести машину я смогу. Я, по сути, сижу на ящике для инструментов. Сиденье поднимается и складывается назад. Его положение регулируется вперед-назад. Спинка поднимается или опускается. Тут у нас две педали. Тормоз и педаль дроссельной заслонки, которую мы обычно зовем газом. Правее небольшая педаль сливного клапана в днище корпуса. Последний элемент тут — ручной топливный насос. А еще здесь большой предупреждающий знак. Внимание! Тормоз должен быть нажат при выстреле из орудия. К этому мы еще вернемся. На панели, в принципе, есть все, чего можно ожидать от машины того времени. Слева датчики и приборы двигателя, тумблеры зажигания, стартер, датчики уровня масла в трансмиссии, перегрева двигателя, уровня масла в двигателе, давление в двигателе, тахометр, а счетчик внизу показывает, сколько часов работал двигатель. В этом случае он показывает 1505,9. Правее находится амперметр, показывающий силу тока, которую обеспечивает генератор. А здесь переключатель инфракрасных фар и фар скрытого движения. Ближний и дальний свет переключается рубильником справа. Ниже — спидометр. Справа от него — выключатель фар. Наглядный пример принципа «если работает, не трогай». Конструкция выключателя фар в армии США остается неизменной последние 40 или 50 лет. Если в 90-х вы водили Хамви, то вы знаете, как работает этот выключатель. Совсем недавно его заменили на кнопку. Передо мной руль, само собой. У него небольшой ход, но этого как раз достаточно. Трансмиссия управляется рукоятью. Что мы имеем? Нейтраль, пониженная и высокая передачи. В нижнем положении задний ход. Также тут очень простой индикатор положения трансмиссии, который видно через руль. Чтобы завести машину, нужно включить общий рубильник слева и удостовериться, что фары и радио выключены. Проверьте, выключено ли зажигание, и жмите стартер. Сейчас мы очень быстро проверяем, выставлена ли трансмиссия в нейтральное положение, чтобы удостовериться, что двигатель провернется. Если получится, включаем зажигание одним или обоими тумблерами, подкачиваем топливо в цилиндр ручным насосом, если нужно, жмем стартер, газуем, и двигатель оживает. Теперь ручным или ножным акселератором держим двигатель на уровне 1200 оборотов в течение 5 минут. И можно ехать. Как только поедем, машина может выдать 45 км в час на высокой передаче и 19,8 на низкой задней. Машина не может развернуться на месте, но в состоянии повернуть при крайнем положении руля. Если зажать одну гусеницу, то вторая опишет круг радиусом 2,74 метра. И все это мы делаем, глядя через прозрачное стекло в щитовом прикрытии. Это прикрытие — единственное, что можно назвать броней в такой машине. Толщина составляет 4-5 миллиметров. Ну, хоть от жуков на скорости 45 км в час закроет. Итак, мы покатались, повеселились и теперь хотим заглушить двигатель. Для начала, само собой, нам нужно остановиться, включить нейтраль и нажать эту кнопку — отсечку подачи топлива. Просто нажимаем, прекращается подача топлива к двигателю, и он глохнет. Выключаем зажигание, главный выключатель, и все готово. Кстати, эта кнопочка сверху и справа от общего выключателя — сигнал. Без него никак.
У наводчика, наверное, самое опасное место в машине. Сначала кажется, что все не так плохо. Тут хватает места, сидений на пружинах, приятно и удобно. Проблема слева от него. При разработке М56, изначально известной как Т-101, планировалась установка 90-мм орудия Т-119. Оно было стандартизировано как М36. Его можно найти на среднем танке М47. Но скоро стало ясно, что на Т-101 такую штуку не поставить. Так что начали разрабатывать совершенно новое 90-мм орудие — Т-125. Специально для использования на этой машине. Т-125 приняли на вооружение как М54 и устанавливали на шасси М88 на эту машину. М54 могла стрелять всем набором 90-мм снарядов, так что она была обратно совместима с более ранними 90-мм орудиями М1, М2, М3 и М26Т8, а также более поздним М36. Снаряды М36 и М54 не могли использоваться в более ранних орудиях. Их типичным боекомплектом являлись бронебойные снаряды М318. 20-килограммовые болванки, способные пробить 190 мм брони с расстояния в километр. Платой за это было лицо наводчика. И все из-за небольшой массы танка. Когда наводчик смотрит в прицел, жмет электрическую гашетку на маховике поворота орудия, вся машина дергается назад. Видеопроцессор очень впечатляет. Наверное, ему стоило бы убрать голову от прицела, а потом нажать гашетку и спасти свою жизнь. Стрельба из этого орудия была, назовем ее, выбросом адреналина. Сейчас я зачитаю кое-что из официального армейского журнала PS Monthly. Это что-то вроде комикса. Полезные советы для пользователя, не настоящее руководство. Но оно говорит: стрелять из орудия можно прямо. Ну, или почти, как только весь экипаж будет на своих местах. Таким образом, им можно пользоваться в боевой обстановке в прямой видимости врага и использовать при внезапных огневых контактах. Однако, отдача будет очень неприятной, и если орудие повернуто до крайнего положения, особенно вправо, она может задеть командира и даже травмировать его при стрельбе. Поэтому во всех случаях, кроме внезапных выстрелов с выездом из-за угла, заряжающий и командир должны покинуть машину. Я не видел ни одного руководства, в котором бы говорилось: машина так брыкается, что лучше вам слезть. Но на М56 все именно так. И мне кажется, это круто. Ладно, идем дальше. Чтобы открыть огонь из орудия, для начала нужно его подготовить. Первым делом снимаем брезентовые чехлы с боекомплекта на казенной части, на оптике и на конце ствола. Хочу отметить, что на ранних Т-101 был Т-образный дульный тормоз. У серийных образцов был дульный тормоз попроще, с дырками по бокам, как на этой машине. Сверху орудия ручной предохранитель. Простой рычаг. С этим все. Дальше нам нужно подготовить цилиндры тормоза отката ручным насосом. Качаем вперед-назад. На задней части индикатор, который выдвинется в зависимости от накачанного давления. Итак, у нас все готово к стрельбе. Снимаем ручной предохранитель, а вот тут электрический. Дальше наводчик целится при помощи маховиков вертикальной и горизонтальной наводки. Углы наводки 30 градусов по горизонтали в каждую сторону, 15 градусов возвышения и честных 10 градусов склонения, которые, скорее всего, окажут интересный эффект на отдачу. При выстреле... Ага, спасайся кто может. Отдача, открывается затвор, и заряжающий делает свое дело. Для прицеливания у наводчика есть телескопический оптический прицел Т-126. Прицел регулируемый, 4- или 8-кратный. Он размечен до 3200 метров для бронебойных подкалиберных снарядов Т-137 и до 4800 метров для всего остального. Прицел установлен на регулируемом креплении. Для проверки нулевой линии снимаем защелку, передвигаем крепление и защелкиваем обратно.
Также на прицеле есть спиртовой уровень для определения наклона. Это поможет попасть в цель, если машина стоит неровно. Наконец, перед наводчиком две важные вещи. Первое — воздушный фильтр. Тут даже есть переключатель на летний и зимний режим. И горловина топливного бака. Бак на 208 литров. Этого хватит на 225 километров. Переходим к задней части. Как видите, сиденье заряжающего далеко от его рабочего места. При подготовке орудия к стрельбе он должен подняться, обойти наводчика, спуститься и опустить откидной пол. Ну, хоть это достаточно легко. Он просто опускается на петлях. Теперь тут есть хоть какое-то рабочее место. Можно достать до 3 стеллажей со снарядами, всего 29 штук. Благодаря совместимости со многими другими орудиями сюда можно поставить почти что угодно. От дыма и белого фосфора до холостых. Я покажу, как они ставятся на деревянном муляже. Сюда он входит до момента, когда снаряд упрется в пружину. Нужно достаточно сильное давление для того, чтобы его защелкнуть. Я не буду этого делать. Видите, как быстро снаряд выскочит и ударит вас, если вы не готовы? Этот небольшой датчик давления показывает, есть ли в трубке снаряд. Он просто проходит через крышку пенала. Дно снаряда выталкивает его. Если этот язычок выпирает, то значит в пенале есть снаряд. Если он вровень, как сейчас, можете не открывать. Там пусто. Заряжание достаточно простое. Полуавтоматическое, так что нужно открыть затвор в первый раз. Тянем стопор, известный нам как рукоять затвора. Затворный механизм падает. Засовываем стопор обратно. Вставляем снаряд, уходим с оси выстрела и вцепляемся в машину. В случае, если снаряд не выстрелит, у наводчика есть ручной спуск. Он резко тянет рычаг и смотрит, произойдет ли что. Если нужно взвести ударник заново, для этого есть специальный рычаг. Просто тянем за него, отходим и даем наводчику еще раз выстрелить. Если не помогло, у нас осечка. Вытаскиваем снаряд, вставляем еще один и продолжаем. Кроме заряжания орудия, соблюдения техники безопасности при выстреле, бега вверх и вниз в зависимости от желания умереть, больше обязанностей у заряжающего нет. Также не особо много дел и у командира. Он сидит слева от пушки, над рацией PRC-10, и больше ему играть не с чем. Здесь все. Хотя машину планировалось доставить войска в 1957 году, случилась задержка. В то же время разрабатывалась противотанковая ракета ССМ-А-23 «Дарт». Но Конарк, командование сухопутных сил, не видело смысла в финансировании разработки двух разных мобильных противотанковых систем вооружения. И так как М-56 была нужна только для десантирования, командованию казалось правильным, чтобы деньги шли на противотанковую ракету. Но начальнику артиллерийской технической службы и начальнику отдела научных исследований и разработок это не понравилось и напомнило Вторую мировую. Они одобрили немедленное производство, так как «Дарт» не могла быть принята на вооружение еще как минимум пару лет. И все согласились, что М-56 отвечала требованиям. Лучшее, что можно было сделать, определить, могут ли оба оружия работать вместе и не превосходит ли одно другое. Исследование показало, что системы могут дополнять друг друга, а не соревноваться. И деньги полились рекой. В Кадиллак пришел заказ на 160 самоходок стоимостью $107 тысяч за штуку под ключ. На десантную дивизию выдавалось 30 машин. В 1959 году был сделан следующий заказ на 290 машин. И как пример оптовых заказов и экономии, цена за машину составила $43 333 и 99 центов. Машина побывала в бою. 173-я десантная бригада завезла ее во Вьетнам, и там она оставалась почти до 1970 года, пока ее не заменили на М551 «Шеридан». Несомненно, низкое давление на грунт и высокая мобильность были полезны, но полное отсутствие какой-либо защиты не способствовало любви у солдат расчета, учитывая окружающие условия.
Машину дальше взяли на вооружение войска Марокко, Испании и Южной Кореи. Вот и все про М56 Scorpion. Увидимся в следующем выпуске. Машина способна пересечь болото, грязь, поле и все такое, что может попасться ей на пути. Барсуков или грузовой аэропорт. Аэропорт? Я читаю эту чертову штуку и никак не получается правильно. Для транспортировки тяжелым десантным планером. Или грузовым аэролетом. Боже, наводчик жмет спуск, если он работает, отлично. Мы снова в Танкленде, и возрадуйтесь, артиллеристы. Мы перед 155-мм САУ М53. Сверху защитная крыша. Она закрывает от солнца, пока вы жарите шашлык и выпиваете. Задняя часть машины довольно просторная. Я стою практически в полный рост. Но стоит иметь в виду, что в этой башне должно быть 6 человек, так что тут было людно и, наверное, беспокойно.